Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко, дача, сад, огород, цветы. После сегодняшнего видео о том, что нельзя еще высаживать огурцы в открытый грунт, рассаду, у нас появились вопросы и просьба, чтобы мы показали все-таки, как мы это делаем и что это такое. Что такое перевалка, даже не знают, но это много новичков, это естественный процесс. Перевалка это из меньшего горшочка в больше. Вот у меня от цветов от анимон уже освободились. Я их помыла и беру вот такие плотные. Почему? Потому что вы скажете, ну как же можно удержать? Очень сложно, конечно, удержать потом рассаду. Это 2 человека должно быть. Я научилась вот таким образом. Беру очень плотную старую пленку, можно новую. Здесь, видите, есть отверстие, куда будет вода стекаться. Я это заранее заготовила. И вот эти пленки вот таким образом устанавливаю. Главное, чтобы дырочка была здесь. Вот. Есть. Теперь надо полить растения. Конечно, нужна земля. Ну, земля можно уже прямо с огорода брать. Полью для того, чтобы легче было. И сюда ничего, кроме вот можно дерновую землю. Какая у вас есть. Огородная, просеянная. Потому что где огурцы будут жить? Смотрите. Я делаю вот такую выемку. Можно глубже делать. Ну, в данном случае у меня вот такое освободилось как раз. Вот эти вазы. Теперь я беру. Видите, уже корешки видны. О, какая красота. И я сюда его выкладываю. Вообще-то огурец глубоко не пускает корни. Он 40 сантиметров в верхней зоне вот формирует корни. Вот почему я им перевалку делаю. Мне нравится, что они здесь же сформируют свою корневую систему. В тепло я могу, если вдруг что, накрыть, укрыть. Если же сейчас проблема холодный грунт, просто-напросто вся рассада, не только огурцы, но и огурцы в том числе погибают. Рады, что на рынке появились вот такие у нас рассадные растения. Даже огурцы цветущие уже есть. Спешат, несут для того, чтобы вот эти огурчики посадить уже в открытый грунт, но они погибнут. Далее я вам покажу, значит, смотрите, почему эта пленка должна быть. Потом очень легко берете вот эти пленки, он, конечно, здесь корней нарастит хорошенько, в ямку приготовили, и вот так пленкой подняли, переставили. И когда уже переставили ямку, я еще покажу. Чуть-чуть водички, сразу тем неверующим, которые будут обязательно говорить, чуть-чуть водички поливаете, и пленка очень легко выползает, ее легко вытягивать. Вот таким образом огурчик будет жить здесь. Я немножко полью, хотя он там и влажный, но буквально по краям полью. Вот. Тоже увлекаться сильно поливом нельзя. Днем тепло, а ночью прохладно идут. И все, его несу обратно в теплицу. И здесь получается, что воздух нагревается, корни прогреваются, корни формируются, не мучается. Рассада себе дальше формирует вот такую корневую систему. И потом очень легко уже, когда грунт прогреется хорошо, очень легко принимается и быстро начинается рост и плодоношение. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик ответили на ваш вопрос. И показали, как мы делаем вот эту завершающую перевалку огурцов перед посадкой в теплицу в тот момент, когда еще опасно высаживать в теплице, потому что еще идут холодные циклоны. Мы прощаемся с вами до следующих встреч, до новых встреч в новых видео.